Покер – это игра, в которой успех определяет гибкость интеллекта и психологическая устойчивость. Герой сегодняшнего видео Али Имсирович стал ярким представителем новой волны покеристов, быстро завоевавших место среди признанных топов. Огромный талант помог ему быстро подняться на вершину, открывая возможность расти дальше и соревноваться за звание лучшего игрока в мире. Но в этой, казалось бы, безоблачной биографии образовалась брешь, способная напрочь перекрыть все достижения и дальнейшие перспективы покеристов. С вами Академия Покера, и сегодня мы рассказываем историю успеха и ошибок молодого американского профессионала с боснийскими корнями Али Имсировича. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Поехали! Алмедин Имсирович родился 29 января 1995 года в Боснии, которую, как и всю распавшуюся Югославию, в тот момент сотрясали войны. Отец будущего покериста на родине был успешным бизнесменом, но был вынужден выбрать безопасность своей семьи и перевести ее в Соединенные Штаты Америки. На тот момент Али было всего 3 года, поэтому воспоминания о тяжелом периоде у него не осталось. Совмещая работу парковщиком с несколькими подработками, отец сумел обеспечить своей семье скромную, без излишеств, но достойную жизнь в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Позже Али признается, что трудолюбие отца передалось ему по наследству и стало хорошей мотивацией для развития в покере. Детство Имсировича прошло на баскетбольной площадке. Он считался перспективным игроком. К 16 годам уже велись переговоры со скаутами, предлагавшими ему контракт с профессиональными командами. Но обнаруженные проблемы с лодыжкой поставили на спортивных надеждах юноши крест. Али стал искать новые занятия. С покером он заочно познакомился именно в тот период. Глава семьи проводил дружеские игры с друзьями, но на просьбу сына позволить ему присоединиться он отреагировал жестким запретом на любые азартные игры. Очевидно, наставления отца не смогли отбить интерес к покеру. Досрочно поступив в колледж, Имсирович-младший получил много свободного времени, которое потратил на изучение всех доступных книг по теории игры. В свой первый покерный клуб Final Table в Портленде Али попал случайно. В день Святого Валентина он приехал на свидание к девушке из этого города, но из-за ссоры они никуда не пошли. Освободившееся время Имсирович решил провести в покерном клубе по соседству с ее домом. С точки зрения результата дела сразу пошли отлично. Уже первый месяц игры принес Али $5000, но финансовая беспечность стоила игроку всех заработанных денег. Не имея счета в банке, он хранил их в одном месте и в один не самый прекрасный день не обнаружил своих сбережений. Пришлось на несколько месяцев отказаться от игры и подкопить банкролл, чтобы затем вернуться и уже никогда не расставаться с игрой. В колледже Али изучал уголовное право и психологию. На тот момент покер уже приносил юному таланту неплохой доход, поэтому он понимал, что учеба ему в жизни вряд ли пригодится. Однажды, когда он играл онлайн, в комнату вошел отец и спросил, готов ли его план на следующий семестр. Али ответил, что больше не станет учиться, и вернулся к столам. Имсирович-старший лишь сел рядом и молча наблюдал за игрой сына. Так, не доучившись в колледже всего один семестр, Али сосредоточился на покере. Первым крупным живым турниром Имсировича стал ВПТ Чоктам, куда он приехал с банкроллом $15 000. Проиграв почти половину, покерист только уверился в правильности своего выбора, поскольку чувствовал свое игровое превосходство над оппонентами. Вернувшись в онлайн, он быстро набил $80 000 и тут же проиграл $60 000 в поездке в Лас-Вегас. Но и здесь Али не отчаялся, а лишь стал работать усерднее. Он отмечает, что в тот момент никогда не боялся потерять даже весь банкролл, поскольку был свободен от какой-либо ответственности. Он имел друзей, которые готовы были финансово помочь при необходимости. Шел 2017 год. Серьезный буст банкроллу и карьере в целом дало возвращение в Лас-Вегас всего через пару месяцев после предыдущего провала. 4 раза подряд он занял 4-е место в турнирах серии Card Player Poker Tour. Но настоящий прорыв случился на серии Poker Stars Caribbean Adventure. Имсирович сыграл здесь несколько событий, но в них откровенно не сложилось. Проиграв около 1/3 банкролла, Али не планировал продолжать участие в серии. Все изменила случайность. Спустившись с другом на завтрак, он наткнулся на профессионала Брина Кенни,
который за соседним столом доказывал друзьям-любителям, что нужно обязательно сыграть последний турбо-турнир за 10 тысяч долларов. Подслушав этот разговор, Али, недолго думая, зарегистрировался в событии, которому суждено было открыть ему дорогу наверх. Разобравшись в хедзапе с Райаном Рисом, Имсирович оформил первую в карьере победу в дорогом турнире и получил 160 тысяч долларов призовых. Всего через пару месяцев он выиграл в главном событии в Боргата. Полученные 250 тысяч долларов стали прочным фундаментом для закрепления в статусе хай-роллера. К своим 28 годам Имсирович успел стать самым молодым действующим хай-роллером в мире и выиграть в живых событиях почти 19 миллионов долларов. Несмотря на то, что дорогие турниры он часто играл от бэкера, он остается одним из самых быстро прогрессирующих покеристов современности. Или оставался бы, если бы не одно обстоятельство. В сентябре 2022 года лидер индустрии онлайн-покера, азиатский рум GG Poker, отправил в бан 82 покериста, среди которых оказался и Али. При этом решение по Имсировичу было наиболее жестким. Если большинству заблокированных игроков дали возможность вывести деньги со счета, то молодой талант лишился 320 тысяч долларов, которые рум конфисковал для компенсации пострадавшим от действий мошенников игрокам. Какое отношение к мошенникам имеет один из самых перспективных покеристов современности? GG Poker обвинил Али в мультиаккаунтинге и использовании RTA. Это специальный софт, дающий подсказки по рассчитанным солверным решениям в режиме реального времени. Естественно, такие программы приравниваются к ботам и другим методам мошенничества в онлайн. Они запрещены всеми покерными румами. Испорченными отношениями с популярной комнатой и потерей части банкролла дело не ограничилось. Известные хай-роллеры Алекс Фоксон и Ченс Корнут публично обвинил Имсировича в использовании RTA, подсказчика в онлайн-играх и чип-дампинге между своими аккаунтами. Чип-дампинг — это вид мошенничества, когда игрок умышленно дает свои фишки оппоненту. В случае мультиаккаунтинга при игре за одним столом покерист таким образом просто перегоняет чипы с одного профиля на другой, получая увеличенный стэк. И, соответственно, большое преимущество над честными соперниками. Кроме того, прозвучало и обвинение в читинге во время живого турнира. Якобы Али подсматривал карты азиатского любителя-миллиардера Пола Фуа во время события самой дорогой серии в мире — Тритон Покер в 2022 году. После этого покерное сообщество не стало себя сдерживать в выражении негодования и презрения к молодому хай-роллеру. Только ленивый не высказал свое мнение в адрес Имсировича, и это вполне можно понять. Покер — одна из самых популярных игр в мире. Это целый мир, где хай-роллеры и гриндеры, микролимитчики, профессионалы и любители все находят в нем собственную мотивацию. Но как бы мы ни любили стратегическую красоту и сложность этой игры, как бы ни ценили психологию и умение вскрывать блефы по рицу в виде дернувшейся у соперника губы, это игра на деньги. Иногда очень большие деньги. А любая сфера, где можно получить крупные суммы, привлекает не только энтузиастов, но и людей, ищущих способ получить преимущество нечестным путем. Именно поэтому в покерном комьюнити так важна этическая составляющая. В обществе многое основывается на доверии между игроками и румами. Ты мне доверяешь? Доверяю. Ему доверяешь? Да, нормально, пусть едет. Базара нема. Давай. Репутация профессионала – это его хлеб. Нарушение игровой этики не просто выбросит его на обочину покерной индустрии. Именно это случилось с талантливым американцем боснийского происхождения. Poker.go запретили ему вход за свои столы. Многие организаторы, в том числе мировая серия покер, отнеслась к Али более снисходительно, разрешив участие в их событиях, но отношение к Имсировичу за столами явно не добавляет ему желания регистрироваться на них. Сразу после озвученных обвинений Имсирович ушел в тень. Ни одной попытки объясниться или опровергнуть доводы с его стороны не было. Вполне логично, что покерным сообществом это молчание было воспринято как неопровержимое доказательство вины. Когда в мае этого года после долгой тишины Али попытался раскрутить свою школу, привлекая через нее новых игроков в конюшню, это вызвало новый взрыв негодования. Конюшнями называют пулы игроков, которые за часть профита получают от учителей обучения, а иногда и банкролл для игры на лимитах, которые не могут себе позволить самостоятельно. Американский покерист Мэтт Берки намекнул, что вместо такой общепринятой схемы сотрудничества игроков с фондами, школа Имсировича является настоящей фабрикой читерства в МТТ. Якобы
якобы новички стартуют множество турниров, а на поздних стадиях управления перехватывают более опытные игроки. А если те доходят до финальных столов, то в дело включаются мастера, в том числе сам Али, которые при этом еще и используют подсказчики. Никаких объективных доказательств эта теория не имеет, но к испорченной репутации Имсировича легко пристают любые подозрения. Только в сентябре текущего года покерист наконец подал голос. Он вдруг записал большое видео, в котором попытался объяснить как обвинение в свой адрес, так и причину долгого молчания. О чем говорил Али? Он попытался разобраться во всех обвинениях, давая развернутый ответ по каждому из них. Он начал с признания вины в мультиаккаунтинге, с подозрением, в котором начались проблемы игрока на GG Poker. Оказалось, что Имсирович действительно играл с нескольких учетных записей на протяжении нескольких месяцев 2020 года. Но признанием покерист решил не ограничиваться. Он объяснил читерство мутными темами, к которым причастны многие игроки высоких лимитов. В частности, якобы некоторые регуляры занимались тимплеем, то есть были на связи во время игры за одним столом и подсказывали, какие карты у них в руках. В покере это очень важная информация, поскольку наличие или отсутствие определенных карт у сообщника сильно влияет на комбинаторику и помогает принимать правильные решения. Другими словами, дает нечестное преимущество. Еще понятнее, является в чистом виде мошенничеством. Мультиаккаунтинг, со слов Али, лишь помогал ему бороться с тимплеем. При этом он извинился перед профессионалами, в безупречной репутации которых он не сомневается. Для большего понимания последствий читерства нужно осознавать, что игра шла не на микрополях с огромным числом участников и мизерными наградами. Речь об МТТ с огромными вступительными взносами и призовыми фондами, в которых регистрируется крайне небольшой круг хайроллеров. И не совсем корректно оправдываться борьбой с тимплеем, сидя за одним столом с нескольких аккаунтов и имея возможность объединить в одном из них несколько стеков. Попытка перевести взгляд участников на возможность нарушения других игроков выглядит неуместным. Далее Имсирович перешел к теме РТА подсказчика. Он считает, что речь о Monker Chart, который, по его словам, никто никогда не считал запрещенным софтом. Али признает, что пользовался этой программой, как якобы и многие другие профессионалы. Именно использование чартов в купе с мультиаккаунтингом привело к конфискации денег на GG Poker. Хотя пользователи, увлеченные только в применении Монкера, в основном возвращали свои деньги. Если речь не о чартах, а о настоящем ГТО подсказчике, то такое обвинение Али называет самым тупым, что ему доводилось слышать. Он считает, что достаточно посмотреть в его статистику, чтобы понять, насколько его игра далеко от оптимальной. Имсирович рассказывает, что после ответа из рума принял наказание как справедливую кару за совершенные ошибки и оставил попытки оправдываться перед службой безопасности. В тот момент он просто ушел в себя и пропал из медиаполя, что также считает неверным решением. Следовало признать ошибки, принять последствия, пройти через этот этап и двигаться дальше, говорит он в видео. Далее покерист перешел к обвинению в карт-ридинге, подсматриванию карт Пола Фуа на серии Тритон Покер. Он категорически отрицает нечестную игру против азиатского бизнесмена. Напротив, он заявил, что пару раз говорил ему, что видел его карты, когда тот неосторожно их смотрел. По словам Али, это нормальная ситуация на турнирах хайроллеров. Если бы он действительно видел карты Фуа в раздачах, вызвавших подозрения, то не пошел бы против привычной этики и сообщил ему об этом. На обвинение в мошеннической схеме работы конюшни Имсирович высказался довольно резко. Он заявил, что в течение полугода избавился от всех своих игроков, чтобы их не затрагивали его репутационные проблемы. Поскольку он больше никого не бэкает, гостинг своих аккаунтов не имеет никакого значения. А значит, обвинения несправедливы. Стоит ли верить этим доводам? Каждый пусть решает сам. Я заслужил этот хейт, говорит Имсирович. И тут же переходит в атаку на тех, кто позволял себе больше всего негатива в отношении игрока. Он называет их самих крупнейшими мошенниками в онлайне и советует им начать с себя. Якобы один из них уже 5 лет пользуется чип ЕВ подсказчиком, другой забанен на многих сайтах за мультиаккаунтинг, а третий, ныне уважаемый в покерном комьюнити человек, играл с нескольких профилей в дорогие одностоловые турниры несколько лет назад. Впрочем, ни имен, ни доказательств Али не приводит. Долгая исповедь Имсировича, очевидно, должна была сгладить всеобщую неприязнь. Насколько это удалось, судить сложно. По ощущениям от комментариев коллег, или вернее бывших коллег по сверхвысоким лимитам, профессионалы не оценили признание. Они считают видео лишь попыткой вернуться за прежние столы с минимальными потерями. Что остается непонятным, так это зачем один из
самых талантливых покеристов своего поколения, имея просто бесконечные перспективы роста и внушительный банкролл, пошел на очевидное мошенничество. Что бы ни произошло дальше, произошедшее навсегда останется черным пятном на его репутации. И многие хай-роллеры никогда снова не примут его за столами. Спасибо, что посмотрели это видео об одном из самых неоднозначных покеристов современности. Пишите в комментариях, о ком бы вы хотели услышать в других наших роликах. На канале уже есть биографии и других известных покеристов: Фила Айви, Никиты Бодяковского, Фила Хельмута, а также легенды игры Дойла Брансона. Очень рекомендуем. А на этом все. Всем пока-пока.